Здравствуйте, любители фиалочек! Сегодня я хочу рассказать вам один анекдот. Одна хозяйка устраивала званый ужин и позвала друзей. Среди них был фотограф. Он взял несколько снимков и показывал их гостям. А хозяйка сказала: у вас хорошие фотографии, потому что у вас очень хороший фотоаппарат. Когда ужин закончился и гости стали расходиться по домам, фотограф сказал хозяйке: ужин был очень вкусным. Это, наверное, благодаря тому, что у вас хорошие кастрюли. В сегодняшнем видео я хочу рассказать про фотографирование фиалок. Это предметная съемка. В этом нет ничего сложного. Это навык, который может развить каждый. Для фотографирования можно использовать смартфон, как это делаю я, фотоаппарат. Но мне сейчас удобнее использовать все-таки смартфон. Моему смартфону 1,5 года. Это бюджетная модель с камерой 12 мегапикселей. Я фотографирую уже очень долго. Первый мой фотоаппарат появился, когда мне было 16 лет. Это был пленочный зеркальный фотоаппарат моего отца. С тех пор техника, конечно же, усовершенствовалась, и сейчас делать фотографии намного проще. Есть автоматические режимы в любой камере, и не нужно ждать, чтобы увидеть результат. Вот место, где я фотографирую свои фиалки. Это обычная полочка на стеллаже. Здесь 2 ряда диодных лент. Здесь у меня растут мои фиалочки. Раз в неделю я освобождаю эту полочку и фотографирую своих красавиц. Вот здесь я закрепила лист ватмана с помощью биндеров. И использую его как фон. Я использовала вначале белый фон, такой немножко молочный. Затем я попробовала зеленый, коричневый, черный. И когда я купила серый, мне на нем больше всего понравилось фотографировать. Это не значит, что вы тоже обязаны использовать серый. Можно использовать какую-то красивую ткань или кусок обоев. Вначале я снимала при естественном освещении на балконе. Но погода, конечно же, переменчива. Сегодня солнечно, завтра пасмурно. И освещение не всегда достаточно хорошее было. Вот сейчас вышло солнышко. И видно, как неравномерно освещены фиалки. Вот на этом цветочке явно сейчас пересвет идет от солнца. Вот. Где-то тень. Поэтому искусственное освещение мне нравится больше. Хотя на солнце вот так играет цветочек. На искусственном свете оно так не играет, не искрится тот цветочек. Но и в то же время это сложно поймать фотоаппаратом. Сейчас я попробую сфотографировать. Видно, что на телефоне вот области пересвета. Фотоаппарат не может правильно передать эти области пересвеченные. Вот видно. Жесткие тени вот от других лепестков. То есть контраст очень высокий, и фотография получается такая немножко пятнистая. Конечно, нет ничего лучше солнечного света, но в таком случае надо или притенять, или то есть как-то рассеивать этот свет. На стеллаже это стабильный свет. Вот. И со всех сторон он дает одинаковую силу. То есть нету мест, где пересвечены цветы, листья, нету пятен световых. Освещение это очень важно. Даже при плохом освещении хороший фотоаппарат будет делать не очень хорошие кадры. То есть свет это, наверное, 60% успеха. Найдите хорошее светлое место в своей квартире или в доме. Попробуйте сделать фотографию своей фиалки в нескольких местах и сравните результаты. Вот я сейчас хочу показать, как я бы фотографировала эту фиалку. Смотрю на экран, я кручу фиалочку и смотрю, с какой стороны лучше всего выглядит эта розетка. Мне, например, сейчас нравится вот так.
делаю кадр. Могу попробовать сейчас снять сверху. Вот так сейчас выглядит. И можно сравнить с предыдущим кадром. Мой смартфон хорошо передает цвета. То есть, как фиалка выглядит в жизни на стеллаже, точно так же она выглядит на моем экране. Эти диоды мои, они нейтральные, холодные, и поэтому нет как бы ни теплого оттенка, нет ни холодного оттенка. Вот НК Эклектика, она только начинает зацветать, тут еще есть бутоны. И как бы сейчас нет смысла фотографировать полностью розетку. Букетного цветения пока еще нет. Но так как цветы очень красивые сами по себе, крупные, вот, в таком случае можно сфотографировать один цветочек. Мой смартфон фокусируется с расстояния 10 сантиметров. Если я хочу сфокусироваться на какой-то конкретной точке, я просто нажимаю на эту точку и фотографирую. Вот такой цветок. Вот розетка DS Изюм. Такое шапочное цветение первое. Но эта розетка, она немножко побывала на сквозняках. Обязательно смотрю, чтобы на листьях или на цветах не было никакого мусора, пыли, ворсинок. Глаз может и сразу и не заметит, но на фотографии все это сразу явно бросается в глаза. И нужно найти как бы такой вот самый красивый ракурс, чтобы показать эту всю красоту. Вот так вот, мне кажется, будет хорошо. Попробуем сфотографировать. Вот есть у меня розеточка Robs Blue Socks. Тут нет шапочки, но есть как бы веночек. Красота этой розетки в том, что еще есть пестролистность, но она сейчас немножко пропала. Вот, но в таком случае можно сосредоточиться на самих цветах. Найти красивый ракурс. Снизу попробовать несколько вариантов. Вот сфотографировала с 3 разных сторон и выберу один из этих кадров и помещу себе в альбом. Все фотографии, которые я делаю, я не обрабатываю. В некоторых случаях я не могу слишком близко сфотографировать цветок. И в таких случаях мне приходится кадрировать, то есть обрезать лишнее на фотографии с помощью встроенного редактора обрезка. С помощью этой же программы я могу подписать, что это за сорт. На всех своих фотографиях, которые я выкладываю в интернет, я ставлю фамилия и имя. Существует миф, что красивые фотографии можно делать только с помощью дорогого фотоаппарата. Но на самом деле и смартфоны сейчас делают очень красивые фотографии. Просто нужно немножко времени, терпения. Экспериментируйте, делайте больше фотографий. И с каждым разом будет получаться все лучше и лучше. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях к видео. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал Мои Фиалки. Всего доброго.